Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз на ноябрь, на 3 декады ноября, события ноября, которые скоро, а возможно и неожиданно придут в вашу жизнь, ну или на ваш порог. И первой колодой и первым делом мы достанем 3 карты, как 3 знака судьбы, а также мы можем заглянуть в будущее, переложим вот эти 3 карты, как каждая декада в отдельности. Попробуем соединить и увидеть, каким будет ноябрь для вашего знака зодиака. Позже, конечно, мы по декадам делали и будем продолжать делать расклады, прогнозы. Но вот именно каким будет ноябрь для вас? Может быть, в целом и ваши планы, то, что вы сейчас себе продумываете, как это будет реализовано, или какие возможные заминки, или наоборот, все двери открыты. Ведь в этой колоде принципиальное значение имеют двери. Открыты или закрыты, каков ключ. Вот давайте будем узнавать. Чего вы сейчас пока не видите, не знаете, а это произойдет или окажет влияние на вашу жизнь. Что спешит в вашу жизнь, но пока скрыто. 3 знака судьбы. Продолжим на второй колоде. К чему быть готовым? Чего вы пока не знаете, а это случится. Подробных вопросов мы не задаем, опять же, потоковая информация. Пусть нам расскажут карты в целом. Тенденции месяца ноября для водолеев. Достаем 6 карт. Чего вы не видите, не знаете, а это случится. Или произойдет. После мы достанем карту, для чего все это было нужно. Но давайте сначала первый знак судьбы – король мечей. Отчасти это ваша карта, и даже для вас, мои дорогие девочки, может быть, есть какие-то вот конкретные насущные задачи, проблемы, которые вам более в таких мужских энергиях предстоит решать. Конечно, по этой карте проходят специалисты узкие, но проходят и люди в погонах. Это как и высокие чиновники, могут быть также, да, если узкие специалисты, врачи, опять же, люди в форме, ну, в самой разной форме. Объединяет, наверное, все вот эти персонажи то, что люди работают по приказу, или они именно специалисты в своем деле. Они знают какие-то от и до рамки. Вот в рамках этих возможностей своих они принимают решения, или они что-то делают для нас, может быть, да. И здесь самый разный уровень лестницы иерархии может быть, но это конкретика какая-то. Это не на всякий случай мы что-то делаем, а именно продуманно, рационально. Иногда проходят юристы, адвокаты, у кого-то могут быть и вопросы, связанные с судом. Или пусть это какая-то тема, которая вообще касается вашей личной жизни. Но рациональный подход. Наверное, в целом карта олицетворяет, что есть у Водолея какая-то тема, которая касается, скорее всего, вас, поскольку где-то сигнификация соответствует с вашим знаком зодиака. И каким образом это сделать или переложить на то, что будет разворачиваться в ноябре. Давайте второй знак. Ну, наверное, не все будет продолжено, и рациональность вот эта, она нужна для того, чтобы это увидеть. Вообще нам звезды, ну, где-то дают такую рекомендацию заниматься даже теми делами, которые именно имеют прогресс. И, возможно, то, что мы видим, хоть и жалко отказываться или больно как-то терять, да, но, может быть, вы что-то удерживали из последних сил, здесь вы придете к рациональной мысли, что это не имеет никакого значения. Может быть, тут вы сами что-то пересмотрите. И я бы сказала, вот эти 2 карты, они как раз и говорят о том, что, посмотрите, закрытых дверей нет. Но нам предстоит еще что-то обдумать, разобраться с каким-то вопросом. Иногда я говорю, какая-то больная ситуация, явно она не нова, и найти самый удобоваримый выход или самое лучшее положение для того, чтобы разрешить какое-то дело или сложившуюся обстановку, или обстоятельства. Потому что нам ничто не мешает. Но единственный момент и такая подсказка: есть, видимо, те дела и вопросы, которые, в принципе, нужно оставить. И если вы видели, ну, вот это как знак судьбы такой может быть. Вы занимались вопросом и уже видите, что сколько бы я тут ни пыталась или не пытался
это удерживать или как-то, как с чистого листа начинать, да. У кого-то это в отношениях, у кого-то по части работы, но постоянно упираясь как в глухую стену. Скорее всего, вам дают подсказки высшие силы, что вот именно эта тема не может быть продолжена. По крайней мере, она не может быть продолжена теми же самыми методами. Нам как будто нужно встать и выйти, да? И нам ведь и говорят, даже вот посмотрите песочные часы. Время давно пошло, оно уже идет. Ты где-то его теряешь. Но, может быть, знаете, как нашим внутренним каким-то установкам, или представлением о том, что такое, в принципе, хорошо, а что такое неправильно, скажем, здесь тоже вот наше мировоззрение может быть пересмотрено. Здесь какая-то идет, ну, перезагрузка ваша. Всегда 13-й аркан говорит, что мы что-то или делали, или занимались, а теперь как будто мы в этом не видим смысла. Именно вот эта колода. Двери открыты. Мы сами в чем-то подзастряли. Что это, хочется узнать? С чем это связано? Правосудие. Тут какая-то либо бумага важная, либо документы, либо согласование. Может быть, это и по части работы. И вот ведь незадача. Вам придется, скорее всего, договариваться или искать, ну, как среднеарифметическое или Соломоново решение, может быть, принимать. Быть дипломатом определенно стоит, потому что вот эти двери, они не имеют ни ключа, ни замка. Они открываются, когда вот эти трое договорятся, когда нет какого-то конфликта. Поэтому договариваться, скорее всего, придется. Но и, конечно, аркан правосудия – причины и следствия. То, что если вы сделали когда-то очень хорошо, то вам может Вселенная, пространство возвращать теперь в виде помощи пусть или руками других людей, вовсе не тех, кому вы помогали. Но если мы сделали что-то, ну так себе, или какую-то тему мы не довели до конца, до логического какого-то разрешения, тоже нам может вернуть пространство на доработку, чтобы мы как раз какой-то последний акцент или последнюю точку в чем-то поставили. Вот что-то подобное. И, скорее всего, это, правда, не новая ситуация. Вот с чем-то вам придется разобраться. И, безусловно, правосудие нам о чем говорит? Будь честен сам с собой. И вы знаете, как-то это будет связано, два старших аркана, с тем, что происходит вокруг вас. Может быть, это именно инициирована какая-то ситуация не вами, а кем-то другим. Но тогда у вас есть возможность сделать что-то красивое, элегантное еще и по закону. И при этом быть уверенным, ну, потому что карта ведь тоже подсказывает, поступай, водолей, по закону. И тогда тебя закон бережет. Что это еще? Ну, на кону ваше солнце, все то, что я сказала. Может быть, по этому аркану, это ведь карта выбора правильного направления, я часто говорю. Когда выпало, это где-то 6-8 месяцев вы будете заниматься или тем, что для вас наиболее важно, или как по работе, может быть, да, новое направление. Может быть, вы что-то будете изучать, или просто как вот ваша мечта, цель, намерение. Вы перейдете к осуществлению, пусть маленькими шагами, пусть не так быстро, но 6-8 месяцев активной работы или продвижения для вас принесут плоды определенные. Но главное, это вам будет что-то нравиться. Вообще прояснится еще вдобавок что-то. Солнце, ясность в первую очередь. И это, безусловно, новое качество жизни. Ну, не надо тут застревать, уже нам все сказали, показали даже, правда, мои дорогие? Вот для чего все это нужно. Но, видимо, вот этот рационализм помогает вам не подзастрять, и, с другой стороны, видение собственных перспектив позволяет даже, может быть, договариваться с теми людьми, с которыми договориться сложно. Ну, если особенно вопросы в суде. А для кого-то из вас это именно, ну, может быть, и как справедливость вас торжествует. Я такое допускаю. Ну, конечно, о справедливости у каждого из нас свое какое-то понятие, но, видимо, внешняя обстановка, тем не менее, на вас каким-то образом влияет. Но ваш ключ, да, к этим дверям – это именно дипломатия, мои дорогие. Причем так, двери открылись, а там солнце. Третий знак судьбы. Но альтернативно, опять же, думать нам заново. Повторяют приблизительно все то, что я сказала. То есть, если мы поставим вопрос, как эта девушка, как мне войти в эту дверь?
Ну, никак. И девушка не уменьшится, и дверь не вырастет. А если вот мы с вами смотрим на карту именно со стороны, вот, может быть, вам карта дает такую подсказку, как знак судьбы, а ты посмотри именно с другой стороны на вещи. И ты увидишь, что в той ситуации, где ты видишь как полный стоп или какую-то остановку, или невозможность, так вот твоя позиция, которая для тебя со знаком минус, она может как раз послужить большим плюсом. Как вот девушка, например, рост ей мешает, да, войти в эту маленькую дверь. А если бы она подумала, мне надо не в дверь, а в пространство за этим забором, так рост помогает. Дай-ка я загляну. И не надо мне эта дверь. Я тут все могу разузнать. Вот понимаете, ваша сильная позиция будет в том, что вы либо за чем-то наблюдаете, либо рациональные какие-то выводы или находите нужную информацию, как вот как разведка, да, как представьте себе, словно мы заглядываем за какой-то забор или за какую-то преграду. То, что для нас было как преградой. И мы на пару шагов вперед смотрим. И тогда нашему взору совершенно другие горизонты и возможности. Тогда мы понимаем, что да не нужна это в принципе дверь. Тут с другим подходом. Взять, к примеру, перемахнуть через этот забор и все. Ну вот что-то подобное. Какая-то не совсем однозначная ситуация. С одной стороны, конечно, четверка пентаклей тоже нам говорит все-таки пентакли. 4. Тут на сохранение финансовых средств. Вот эта тема, она для вас будет важна. И понятно почему, на кону солнце. То есть вам где-то эти деньги в последующем понадобятся. Может быть, как раз для того, чтобы свою мечту какую-то осуществить. Или для того, чтобы, ну, потом, на последующий период, чувствовать себя более ресурсным человеком. Но, видимо, вот это альтернатива. Мои дорогие водолеи, это как раз по вашей части. Ваша планета-управитель Уран, она как раз и позволяет сделать что-то иррационально новое, с хорошим плюсом. Переиграть какую-то замшелую, застарелую ситуацию. Ну, не пусть переиграть, да? Может быть, вы от чего-то откажетесь, а возьмете какой-то компонент от прежней идеи и переложите ее на новые, как рельсы, да? И вот оно, пожалуйста, вот вы уже видите горизонт и знаете, как действовать. Не исключаю того, что для кого-то нужно будет, как, знаете, вопросы прошлого, буквально через документы, подвести к финалу или к какому-то единому знаменателю. Но тогда это вам тоже помогает. Потому что даже если у кого-то ведь с учетом всех арканов может быть как задумка куда-то поехать, отправиться. И тогда ничто из прошлого вам не должно напоминать о себе или заставлять вас переключиться на какую-то прошлую тему в будущем, в тот момент, когда вы меньше всего этого ждете. Вот поэтому тоже вас могут подводить к какому-то итогу высшие силы. Ладно, к чему быть готовому? Но, правда, иногда это та поездка, которая быстро неосуществима, или вообще эта карта, иногда говорю, марафонского забега лет на 20. То есть, вот, видимо, все то, что я сказала, для вас будет важно на очень длительный период времени. В чем-то в новом, безусловно, рыцарь Пентаклей – это, знаете, как тот, который готов учиться. Это тот, который исследует буквально что-то, да, и себя сохраняет, ну и где-то вот один Пентакль, который он торжественно несет. И, в принципе, карта где-то и рутины, карта и внимание к каким-то мелочам, но по факту мелочей нет, потому что из мелочей складывается что-то крупное. Добрые дела наспех не делаются, об этом ведь нам тоже где-то говорит. Но, видимо, по этой карте мы, знаете, как завоевываем финансовое благополучие. Но, может быть, вот то, что я говорила, те ресурсы, которые есть. Самое время подумать, как из этого или буквально создать какой-то проект материальный, да, ну или с эквивалентом материальным, но благодаря упорству, стойкости, ну и трудолюбию. Конечно, по этой карте идет трудолюбие. У вас получится не просто на 6-8 месяцев, а потом какое-то дело на далекий срок. К чему быть готовым еще? Ну, видимо, не замечтаться. Все же тут по семерке чаш с одной стороны. Это хорошее настроение. Это точно. Но, знаете, иногда хорошее настроение нас, ну, все-таки расслабляет. Мы утрачиваем контекст или связь вот с реальностью. Хочется ведь немножко и отдохнуть,
Хочется и помечтать, не без этого. Но это все прекрасно, и это вдохновляет. Но вот подзастрять в этом никак нельзя. Вот это да, мои дорогие. У вас время возможностей. Причем это не те возможности, которые вам как на блюде кто-то подает. Это тут от ваших действий все зависит. Или какого-то правильного выбора. Две карты солнца. Те, кто смотрит давно мои расклады, явно согласны со мной. Редко такое бывает, чтобы в одном раскладе на разных колодах выпадало солнце или какая-то вот такая знаковая карта. Но выпала она даже вот при первом раскладе через вот этот триплет, правда? Не все так однозначно. Есть и внешние события, но ведь на самом деле то, что нам может показаться минусом, на самом деле это будет плюсом. Но и замечтаться-то тут тоже нельзя, подзастрять, вот как пауза, а это прокрастинация. Завершить красиво для того, чтобы начать что-то новое. Конечно, будут прояснены некоторые темы. Вы сами либо найдете информацию, может быть, дополнительную информацию. Иногда по рыцарю Пентаклей мы и сами, как я говорила, внимательны к деталям. Но это могут быть и люди, как гонцы, которые нам приносят какие-то вести, или как пакет какую-то бумагу, или мы получаем какой-то документ, после которого у нас уже больше возможностей куда-то поехать. Но явно тут какая-то дистанция. Вот смотрите, внимание к деталям, где-то, ну, не замешкаться. А если и хорошее настроение, то все равно связь с реальностью не терять, не думать, что даже если что-то доброе приходит, это будет надолго. Тут надолго, чтобы оно было, нужно как-то самому действовать, понимаете? А мы можем расслабиться по семерке чаш запросто. Но все-таки на кону солнце. И это чего вы не видите, к чему быть готовому. Давайте еще. У кого-то по шестерке чаш это контакты. Я должна сказать, у нас время строить правильные социальные связи до конца 2025 года. Это я не про карты, это я про планетарные транзиты. Может быть, и вы будете фильтровать. От кого-то вы откажетесь, потому что за ненадобностью или какая-то тема была достаточно больная, значит, вы ее можете подвести к справедливому итогу, чтобы вас это больше не мучило. Может быть, это и возвращение того человека, которого вы долгое время знали. Не обязательно, что это тот человек, которого именно вы ждете. Иногда по шестерке чаш, безусловно, это какие-то возможности. И в этой колоде это очень добрая карта, которая дает нам также хорошее настроение. Ну или, знаете, как, может быть, и возобновление, продолжение даже скорее каких-то добром периоде, добрых моментах, встречах, может быть и так. Но все-таки, но я больше вижу, с учетом всех уже выпавших и открытых карт, ну нельзя, мои дорогие, замечтаться. Может быть, это даже и возвращается тот человек, или возобновляется какая-то тема. Может быть, сложный вопрос, а кто-то на вас, мои дорогие водолеи, и именно так на вас влияет, чтобы вы вновь кому-то доверились. И по части отношений. Если были проблемы в отношениях, нужно понимать рационально. Проблемы никуда не делись. А ответственность за вашу жизнь внесете вы сами. Вот, видимо, не замечтаться все-таки смысл я вижу, потому что, знаете, ведь проходит по этой карте как отчасти внутренний страх перед переменами, желание, чтобы именно возобновилось то, как раньше, то, что нам знакомо. Поэтому и это-то тоже, как полет бабочки или несбыточные мечты. Будьте рациональны. Здесь вам мечты вдохновиться на короткий период. Это прекрасно. Но, видимо, себя поставить где-то, ну, как ограничить, да, вот в этой прокрастинации, пусть она приятная такая, как нега, и обволакивает и манит, потому что на кону тут что-то важное. Точно так же и по шестерке чаш. Но надолго не замешкаться, потому что жизнь идет вперед, чего вы еще не видите. Ну вот правда, может быть, кто-то из вас, и я бы сказала, вот это время очень хорошее для перезагрузки, когда даже, вот если по части отношений, да, и меня смотрят люди из разных стран. Может быть, эта история связана с тем, что этот человек никогда не придет.
в силу разных причин, увы. Но тогда понимать, что наша жизнь, она все равно идет в прогресс, или мы должны идти каким-то образом дальше. Конечно, карта говорит, что если суждено, да, люди тебя будут пытаться догонять, как бы тебя догонят. Но не совсем вот по этой карте, ведь десятка мечей, она говорит, мы закрываем в прошлое дверь. Может быть, в то прошлое, которое нам приятно, вот как это нега или как какие-то добрые воспоминания. Но воспоминаниями жив не будешь. Здесь все равно нужно идти в новую реальность, а она предоставляет совершенно другие или ставит задачи, когда тебе придется новые методы, как и в взаимоотношениях с людьми, так и, может быть, новые методы по части работы и заработков. Или когда прежняя история, пусть это в личной жизни, что-то не срослось или пошло совершенно по-другому. Значит, будут новые отношения, мои дорогие. Ну, все-таки есть вот это прошлое. Посмотрите, две карты прошлого, как и старший аркан, так и десятка мечей. Два погоста. Нет смысла что-то продолжать. А может быть, это как раз то, что вы пробовали удерживать, но не получается. Но это стало быть уже как закрытая дверь. Ну вот и все. И вам отсюда только вперед. Смотрите, два старших аркана, Солнце и Колесница. Колесница – это, конечно, в первую очередь перемены, причем такие успешные перемены. Это когда для вас что-то хорошее. Для этого, конечно, нам вот в частности о методах не оглядывайся назад, говорят. Тебе отсюда только вперед. Ну вот и представьте, вы едете за рулем автомобиля или вы возничьи этой колесницы. Если вы будете смотреть назад, куда же вы приедете? Нет, тут нужно управлять именно своей собственной жизнью. Но когда эта карта выпадает, успех как будто она нам предвещает. И стало быть, у вас сейчас очень продуктивное время. Здесь, знаете, как путешествие, безусловно, о путешествиях или возможной поездке, говорит карта, о нашем энтузиазме, о нашем каком-то новом интересе, о прояснении обстановки, по которой, да, мы уже можем точно наверняка понимать, зачем мы что-то делаем и к чему это приведет. Но, видимо, как и уверенность в каком-то вопросе у вас восстанавливается, или, может быть, когда вы вот так рационально понимаете, что, ну да, пришло время провести демаркационную линию, как над прошлым, это не имеет уже значения. Сколько не переживай, сколько в мыслях себе, да, не ностальгируй, но вот что-то не может вернуться. И для вас это, знаете, как пункт силы на самом деле. Увидеть рационально ту реальность, которая есть. Ладно, так а вот как все обернется, мне интересно. Давайте с вами узнаем. Для чего это такая прямо трансформация? Но с двумя картами Солнца и арканом Колесница. Для чего это все нужно, как это обернется? Больше карт не достаю, правда? Если у кого-то, мои дорогие, но не клеится личная жизнь, поверьте. И вот именно если были проблемы, да, и вдруг даже человек появляется, и вы вроде бы и рады, может быть, вы и ждали, а у кого-то так и получится. Вы ждали, и вдруг, правда, есть возможность возобновить эти отношения. Ну, тогда вы не обманывайте себя. Те проблемы, опять же, они вместе с человеком к вам придут опять. И я тут вижу все равно какой-то новый жизненный этап, новая точка отчета, мои дорогие, правда. Поскольку и тогда, кто знает, может быть, вы еще куда-то переедете. Может быть, лично ваш человек, он находится на другой ступени социальной лестницы, вот кстати. И вы начнете заниматься другим делом, и через новые интересы к вам придут новые общества, новый круг общения. И где-то там будет ваша вторая половинка, как мы говорим, да? По этой карте и вопросы дома мы можем уладить. Может быть, разрешить, даже если была какая-то тема сложная по части семьи, взаимоотношений, да, ну, когда семья. Очень благополучная карта. Вот вам как будто, вот если существует счастье, это вот когда все в порядке, когда само по себе благополучие. И мы рады, и вокруг нас тоже счастливы. Вот какое-то единение, гармония, эмпатия, благополучие, в том числе не только эмоциональное, все же и материальное тоже. Ну вот к чему все идет. Даже несмотря на то, что, да, две карты прошлого, ну и две карты солнца. Но, может быть, это для вас
сложен вот какой-то выбор или какие-то принятые решения. С одной стороны, вы уже понимаете, что да, ну, маловато эта дверь. Но еще где-то на конец октября, начало ноября вы не видите вот этот горизонт, когда нужно именно по-другому как-то поступить. Но как только вы это увидите, вот 2 карты солнца сразу, тогда не захочется вам сидеть вот как будто вот или находиться, да. Вот интересно, 2 карты очень похожие в этих колодах. Прошлое, мои дорогие водолеи, думается, само пытается от вас оттолкнуться. Не удерживайте то, что уже не имеет ни прогресса, ни смысла. Солнце интереснее. Дважды. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые водолеи. А я благодарю за ваши искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.